Миллиардер Джонатан Крейг привык считать себя человеком, перед которым открыты все двери. В свои 50 он владел сетью отелей по всему миру, имел личный самолет, яхту и уверенность в том, что люди существуют лишь для того, чтобы обслуживать его интересы. Он любил демонстрировать свое превосходство, особенно перед теми, кто, по его мнению, стоял ниже по статусу. В тот вечер Джонатан ужинал в роскошном ресторане в Милане. Это был один из тех вечеров, когда все казалось идеально. Аромат дорогого вина, мерцание свечей, мягкая музыка. Единственное, что раздражало его — официантка, которая, как ему показалось, слишком долго приносила заказ. Девушку звали Эмма. Молодая, сдержанная, в форме, идеально выглаженной, с легким акцентом, но уверенными движениями. Когда она поставила бокал на стол, Джонатан, недовольно посмотрев на часы, произнес несколько резких слов по-итальянски. Он был уверен, что девушка не поймет. Большинство иностранцев в таких местах знали лишь базовые фразы. Его фраза была унизительной, полной презрения, сказанной с холодной усмешкой. Но реакция Эммы была не той, которую он ожидал. Она не смутилась, не опустила глаза, не извинилась. Она ответила спокойно, на чистейшем итальянском, без акцента, грамотно и точно, даже чуть литературно. Ее слова звучали мягко, но в них чувствовалась сила. Она не оправдывалась и не нападала, просто вернула ему зеркально то, что он сказал, но так, что в ее ответе чувствовалось достоинство и культура. Джонатан замер. Он не ожидал, что кто-то сможет поставить его на место так спокойно. В ее глазах не было злобы, только легкая усталость и внутреннее спокойствие. Он почувствовал неловкость, странное жжение под кожей, которое давно не испытывал. Его привычная броня из самоуверенности дала трещину. Он наблюдал, как Эмма продолжила работу, обслуживая других гостей с той же мягкой улыбкой. Позже, уже у стойки администратора, он узнал, что девушка когда-то преподавала итальянскую литературу в университете, но вынуждена была уехать из страны из-за семейных обстоятельств. Теперь она подрабатывала в ресторане, чтобы оплачивать обучение младшей сестры. Эта информация застряла у Джонатана в голове. Он вдруг понял, насколько поверхностно привык судить о людях. Ему стало стыдно не только за слова, но и за саму привычку измерять ценность человека по одежде, статусу или роли. В тот вечер он оставил на столе конверт с крупными чаевыми и запиской, написанной на итальянском. «Вы напомнили мне, что уважение не покупается». Когда он вышел на улицу, мягкий осенний дождь стекал по мраморным ступеням. Джонатан впервые за долгое время почувствовал себя не богачом, а просто человеком, которому есть чему учиться.